24 часа из жизни женщины. За десяток лет до войны я проводил лето на Ривьере, в уютном пансионе. Однажды за обедом вспыхнул жаркий спор, грозивший перерасти в настоящую ссору с язвительными выпадами и даже оскорблениями. Большинство людей не обладает живым воображением. То, что происходит где-то далеко, не трогает их душу, проходит мимо. Но стоит даже ничтожному происшествию случиться у них на глазах, ощутимо близко, страсти вспыхивают с неожиданной силой. В такие моменты люди словно компенсируют свое обычное равнодушие чрезмерной, необузданной горячностью. Так было и в нашей добропорядочной компании. За обедом мы вели непринужденную беседу, легкий смолл-талк, обменивались шутками, а после еды расходились кто куда. Немецкая чета отправлялась на прогулку с фотоаппаратом, добродушный датчанин к своим скучным удочкам, английская леди — книгам, итальянские супруги спешили в Монте-Карло, а я либо бездельничал в плетеном кресле, либо садился за работу. Но в тот день все пошло иначе. Мы сцепились в бурной перепалке, и если кто-то вскакивал из-за стола, то вовсе не для того, чтобы вежливо откланяться, а в пылу спора, который к концу приобрел самый ожесточенный характер. Причина, всколыхнувшая наш застольный кружок, действительно была неординарной. Пансион, где нас проживало 7, напоминал частную виллу, а из окон открывался чудесный вид на скалы у берега. На деле же он был лишь частью большого палас-отеля, соединенный с ним садом. Мы жили обособленно, но постоянно пересекались с постояльцами отеля. И вот в этом отеле накануне разгорелся скандал. С дневным поездом, прибывшим ровно в 12 часов 20 минут, время важно, оно сыграло роль в нашем споре, приехал молодой француз и занял номер с видом на море, уже это говорило о его достатке. Он сразу привлек внимание не только элегантностью, но и необычайной внешностью, удлиненное, почти женственное лицо, шелковистые светлые усы над чувственными губами, мягкие волнистые каштановые волосы с кудрявой прядью на белом лбу, бархатные глаза, все в нем было красиво какой-то мягкой, вкрадчивой красотой. Вел он себя предупредительно и любезно, но без жеманства. Если на первый взгляд он напоминал воскового манекена из витрины модного магазина, то при личном общении это впечатление исчезало, его приветливость была естественной, врожденной. Он скромно и сердечно здоровался с каждым, и было приятно наблюдать, как его изящество и воспитанность проявлялись в самых простых жестах. Он спешил подать пальто даме, направляющейся в гардероб, каждому ребенку дарил ласковый взгляд или шутку, был обходителен, но без тени развязности. Казалось, он из тех счастливцев, чья уверенность в собственном обаянии лишь усиливает их привлекательность. На пожилых и болезненных людей, которых здесь было немало, его присутствие действовало благотворно. Своей свежестью, жизнерадостностью, победной улыбкой юности он сразу завоевал всеобщую симпатию. Спустя 2 часа после прибытия он уже играл в теннис с дочерьми добродушного, пухлого фабриканта из Лиона, 12-летней Аннет и 13-летней Бланш. Их мать, хрупкая, изящная мадам Анриет, сдержанно улыбаясь, наблюдала, как ее неоперившиеся птенцы кокетничают с молодым незнакомцем. Вечером он около часа смотрел, как мы играем в шахматы, рассказал несколько забавных анекдотов, долго гулял по набережной с мадам Анриет, ее муж, как обычно, играл в домино с приятелем, фабрикантом из Намюра, а поздно вечером я застал его в полутемной конторе отеля за интимной беседой с секретаршей. На следующее утро он сопровождал датчанина на рыбалку, продемонстрировав при этом удивительные познания, затем долго беседовал с лионским фабрикантом о политике. Судя по раскатистому хохоту, был интересным собеседником. После обеда, я намеренно подробно описывая его день, он снова провел час с мадам Анриет в саду за чашкой черного кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в вестибюле с немецкой четой. В 6 часов я пошел на вокзал отправить письмо и вдруг увидел его. Он поспешил ко мне и, словно извиняясь,
сказал, что его неожиданно вызвали, но через 2 дня он вернется. За ужином он отсутствовал физически, но не в разговорах. За всеми столиками обсуждали только его, восхваляя его веселый, приятный нрав. Поздним вечером, около 11, я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, когда вдруг в открытое окно, выходящее в сад, донеслись тревожные крики и взволнованные возгласы. В отеле началась какая-то суматоха. Скорее обеспокоенный, чем движимый любопытством, я сразу же спустился в сад и прошел те 50 шагов, что отделяли нашу виллу от главного корпуса. Там я застал гостей и прислугу в состоянии крайнего возбуждения. Мадам Анриет не вернулась с вечерней прогулки по берегу, которую она совершала ежедневно, пока ее супруг, по заведенному распорядку, играл в домино со своим приятелем. Все опасались несчастья. Обычно медлительный и грузный человек метался по берегу, словно разъяренный бык, и когда он выкрикивал в темноту «Анриет! Анриет!», в его срывающемся от волнения голосе звучало нечто первобытное, пугающее, напоминающее предсмертный рев раненого зверя. Кельнеры и мальчики-бои носились вверх и вниз по лестницам, разбудили всех постояльцев, вызвали полицию. А сам фабрикант в расстегнутом жилете метался в разные стороны, бессмысленно выкрикивая в темноту «Анриет! Анриет!». Проснулись девочки и, стоя у окна в ночных рубашках, звали мать. Отец поспешил наверх, чтобы их успокоить. И тут произошло нечто страшное, почти не поддающееся описанию. В минуты крайнего душевного напряжения в человеческом облике столько трагизма, что ни перо, ни кисть не способны его передать. Фабрикант спустился по скрипящим под его тяжестью ступеням с лицом, в котором смешались бесконечная усталость и гнев. В руке он держал письмо. «Верните всех», — сказал он управляющему едва слышно. «Верните людей, ничего не нужно. Жена ушла от меня». У этого смертельно раненого человека хватило нечеловеческой выдержки, чтобы не показать своего горя перед столпившимися вокруг людьми, которые сначала с любопытством на него глазели, а потом, испуганные и пристыженные, отвернулись. Собрав последние силы, он прошел мимо всех, не глядя ни на кого, вошел в читальню и потушил свет. Вскоре мы услышали, как его тяжелое тело с глухим стуком опустилось в кресло, и до нас донеслись громкие, отчаянные рыдания. Так плачет только тот, кто никогда прежде не плакал. Это стихийное горе потрясло всех нас, даже самых равнодушных. Ни один кельнер, ни один из любопытных гостей не осмелился ни улыбнуться, ни произнести слово сочувствия. Молча, один за другим, словно пристыженные этим сокрушительным взрывом чувства, мы прокрались в свои комнаты. А там, в темной читальне, наедине с собой, всхлипывал этот убитый горем человек, пока один за другим не погасли огни в доме, полном шепотов, шорохов и вздохов. Разумеется, подобное происшествие, разразившееся у нас на глазах, словно удар грома, глубоко потрясло людей, привыкших к однообразному и безмятежному времяпрепровождению. Но хотя именно этот случай стал поводом для ожесточенных стычек за нашим столом, чуть не приведших к взаимным оскорблениям, суть спора крылась в более глубоком, в столкновении противоположных взглядов на жизнь. Благодаря нескромности горничной, прочитавшей письмо, которое супруг в порыве бессильного гнева скомкал и бросил на пол, стало известно, что мадам Анриет уехала не одна, а сговорившись с тем самым молодым французом, которому симпатии большинства теперь стремительно угасали. На первый взгляд в этом не было ничего поразительного. Очередная мадам Бовари бросила своего провинциального, тучного мужа ради элегантного красавца. Но всех в доме поразило и возмутило то, что ни сам фабрикант, ни его дочери, ни даже мадам Анриет прежде никогда не встречали этого человека.
Получалось, что двухчасовой вечерней прогулки по набережной и 1 часа за чашкой кофе в саду оказалось достаточно, чтобы 33-летняя порядочная женщина на следующий же день бросила мужа и детей и, не раздумывая, последовала за совершенно незнакомым мужчиной. Этот, казалось бы, очевидный факт был единогласно отвергнут нашим застольным кружком. Все усмотрели в случившемся заранее спланированное бегство. Мадам Анриет, по их мнению, давно состояла в тайной связи с этим сердцеедом, и он прибыл лишь для окончательного побега. Невозможно, утверждали все, чтобы честная женщина после 3-часового знакомства сбежала по первому зову. Ради спора я начал защищать противоположную точку зрения, возможность, а то и вероятность внезапного решения у женщины, которая, утомленная многолетним скучным браком, внутренне готова уступить первому смелому натиску. Мои неожиданные возражения подлили масло в огонь, и спор стал всеобщим. Особенно разгорелись страсти, когда обе супружеские пары, немецкая и итальянская, с откровенно оскорбительным презрением принялись отрицать куде фудри, любовь с первого взгляда, как нелепую и пошлую романтическую выдумку. Нет смысла пересказывать все подробности словесной перепалки, растянувшейся от супа до пудинга. За табльдотом остроумны лишь настоящие мастера, а доводы, к которым прибегают в пылу случайного застольного спора, чаще всего банальны, поспешны и произносятся наобум. Трудно сказать, почему наш разговор так стремительно приобрел язвительный оттенок. Вероятно, сработало подсознательное стремление обоих супругов исключить саму возможность подобного легкомыслия и угрозы для своих жен. Увы, они не нашли ничего лучше, чем возразить мне, будто подобные речи может вести лишь тот, кто судит о женщинах по случайным, дешевым победам холостяцкой жизни. Это меня задело. А когда немка, с видом знатока, начала поучать меня, что существуют настоящие женщины, а есть и проститутки по натуре, к которым, по ее мнению, относится мадам Анриет, мое терпение лопнуло, я перешел в наступление. Я сказал, что именно страх перед собственными желаниями, перед тем демоническим началом, что живет в каждом из нас, заставляет отрицать очевидное. Бывают моменты, когда женщина, оказавшись во власти таинственных сил, теряет контроль над собой, над волей и рассудком. Я добавил, что некоторым людям, видимо, приятно считать себя более сильными, порядочными и чистыми, чем те, кто легко поддается соблазну, но, по-моему, гораздо честнее поступает та женщина, которая страстно и свободно отдается своему желанию, чем та, что закрытыми глазами обманывает мужа прямо в его объятиях, как это, увы, принято. Примерно так я и говорил. И чем яростнее нападали остальные на бедную мадам Анриет, тем горячее я ее защищал, хотя, признаться, это не вполне соответствовало моим внутренним убеждениям. Мои слова, словно уколы рапирой, задели обе супружеские пары за живое. Они, сбившись в нестройный квартет, набросились на меня с такой ожесточенностью, что старый добродушный датчанин, наблюдавший за нами, словно футбольный судья с секундомером, был вынужден время от времени постукивать по столу: «Господа, прошу вас». Но это помогало ненадолго. Один из супругов, раскрасневшийся до цвета вареного рака, уже трижды вскакивал из-за стола, и только уговоры жены удерживали его от бурного выпада. Еще немного, и спор перешел бы в рукопашную, если бы не вмешательство миссис К, которая неожиданно пролила масло на бушующие волны нашей дискуссии. Миссис К, представительная пожилая англичанка с белоснежными волосами, по негласному соглашению считалась почетной председательницей нашего стола. Она держалась с достоинством, была одинаково приветлива со всеми, говорила мало, но внимательно прислушивалась к беседам. Уже одна ее внешность действовала умиротворяюще. От нее веяло спокойствием и аристократической сдержанностью. Она ни с кем не сближалась, но каждому выказывала знаки внимания. Обычно сидела с книгой в саду
иногда играла на рояле, лишь изредка присоединялась к обществу и вела оживленную беседу. Ее присутствие было почти незаметным, но мы все невольно подчинялись ее влиянию. И вот теперь, как только она заговорила, нам стало мучительно стыдно за свою шумную и необузданную манеру вести спор. Миссис К воспользовалась паузой, наступившей после того, как немец резко вскочил, но по слову жены тут же покорно вернулся на свое место. Она подняла свои ясные серые глаза, нерешительно взглянула на меня и затем, с присущей ей деловитостью и четкостью, уточнила суть нашего спора. Итак, если я правильно вас поняла, вы утверждаете, что мадам Анриет, что женщина способна оказаться втянутой в неожиданную авантюру, совершить поступок, который за час до того показался бы ей самым немыслимым, и при этом ее нельзя винить? «Я в этом абсолютно убежден, сударыня», — ответил я. «В таком случае вы, выходит, отвергаете всякое нравственное мерило, и любое нарушение морали может быть оправдано. Если вы действительно считаете, что crime passionnel, как говорят французы, не преступление, то выходит, что государственное правосудие вообще теряет смысл. Тогда, при определенной настойчивости, а вы, признаюсь, стараетесь весьма усердно, можно отыскать страсть в любом преступлении и оправдать его ею», — добавила она с легкой улыбкой. Говорила она спокойно, почти с веселым оттенком, и это мне так понравилось, что я, невольно подражая ее деловитому тону, ответил в том же духе, полушутя, полусерьезно. Государственное правосудие, несомненно, строже меня. Его задача — охранять общественную нравственность и приличие, и потому оно вынуждено осуждать, а не оправдывать. Я же, как частное лицо, не вижу смысла становиться прокурором. Мне ближе роль защитника. Лично мне приятнее пытаться понять человека, чем судить его. Ясные серые глаза миссис К на мгновение пристально задержались на мне, она медлила с ответом. Я подумал, что она, возможно, не все уловила, и уже собирался повторить сказанное по-английски, но она вновь заговорила, с неожиданной серьезностью, словно проводя экзамен. «Разве, по-вашему, не унизительно, не отвратительно, когда женщина бросает мужа и двоих детей, чтобы последовать за первым встречным, даже не зная, достоин ли он ее любви? Неужели вы вправду готовы оправдать такое легкомысленное и беспечное поведение женщины, которая, к тому же, уже не юны и хотя бы ради детей должна была бы вести себя более достойно?» «Повторяю, сударыня», — ответил я не берусь ни судить, ни осуждать. Признаюсь вам откровенно, я, возможно, слегка преувеличил. Бедная мадам Анриет, конечно, не героиня, не охотница за острыми ощущениями и уж точно не страстная натура. Насколько я ее знаю, она самая обычная, слабая женщина, которой я испытываю определенное уважение за то, что она нашла в себе смелость подчиниться своему желанию. Но еще больше она вызывает у меня жалость, потому что, боюсь, очень скоро она будет глубоко несчастна. То, что она сделала, возможно, было глупо и, несомненно, опрометчиво, но назвать ее поступок низким или подлым нельзя. Вот почему я настаиваю, никто не вправе презирать эту несчастную женщину. А вы сами? Вы все еще уважаете ее? Вы не проводите никакой грани между той порядочной женщиной, с которой беседовали позавчера, и той, другой, что вчера сбежала с первым встречным? Никакой. Совершенно никакой. Ни малейшей. «Is that so?» — невольно произнесла она по-английски. Видимо, разговор ее действительно захватил. После короткой паузы она снова посмотрела на меня с вопросом в глазах. «А если бы завтра вы встретили мадам Анриет, скажем, в Ницце, под руку с этим молодым человеком, вы бы ей поклонились?» «Безусловно». «И заговорили бы с ней?» «Разумеется».
А если бы вы были женаты, вы представили бы ее своей жене, как будто ничего не произошло? Да, непременно. Утюрили? Снова спросила она по-английски, и в ее голосе звучало искреннее недоверие и удивление. «Шурли Айут», — ответил я ей на том же языке. Миссис Г замолчала. Казалось, она о чем-то напряженно размышляла. И вдруг, словно удивляясь собственной решимости, сказала, взглянув на меня. «I don't know if I would. Perhaps I might do it else». И с той удивительной непринужденностью, с какой лишь англичане умеют учтиво, но решительно прервать разговор, она поднялась и дружелюбно протянула мне руку. Ее вмешательство вернуло спокойствие, и в глубине души мы все, еще недавно ожесточенные оппоненты, были ей благодарны за то, что напряженная, грозовая атмосфера разрядилась. Перекинувшись парой безобидных шуток, мы вежливо распрощались и разошлись. Хотя спор завершился вполне джентльменски, между мной и моими оппонентами все же возникла заметная отчужденность. Немецкая чета держалась холодно, а итальянцы забавлялись тем, что ежедневно с ехицей спрашивали, не слышал ли я чего-нибудь о «Кер сигнора Хенриетр». Внешняя вежливость, прежняя сердечность и легкость общения, некогда царившие за нашим столом, исчезли безвозвратно. Ироничная отстраненность моих противников ощущалась особенно остро на фоне неожиданного внимания, которое стала проявлять ко мне миссис К. Обычно она была на редкость сдержанной, не склонной к беседам вне обеденного времени, но теперь все чаще заговаривала со мной в саду, и я бы даже сказал, выделяла меня. Ведь даже короткий разговор с ней воспринимался как знак особой благосклонности. Откровенно говоря, она словно искала моего общества, пользуясь любым поводом, чтобы начать беседу. Это было настолько очевидно, что мне могли бы прийти в голову глупые, самодовольные мысли, если бы не ее возраст и седины. Но о чем бы мы ни говорили, разговор неизменно возвращался к мадам Анриет. Казалось, миссис К получала странное удовлетворение, осуждая забывшую свой долг женщину за легкомыслие и непостоянство. И в то же время ее, похоже, радовало, что мои симпатии неизменно оставались на стороне хрупкой, изящной мадам Анриет, и что меня невозможно было заставить от них отказаться. Она упорно возвращалась к этой теме, и я уже не знал, что думать о ее почти навязчивом упорстве. Так продолжалось 5 или 6 дней, и все это время она ни словом не выдала, почему эти разговоры так ее занимают. Но я окончательно убедился в ее внутренней вовлеченности, когда однажды, во время прогулки, упомянул, что мое пребывание здесь подходит к концу и что я собираюсь уехать послезавтра. На ее обычно невозмутимом лице отразилось волнение, а серые глаза потемнели. «Как жаль. Мне еще о многом хотелось бы поговорить с вами». С этой минуты, по ее рассеянности и внутреннему беспокойству, я понял, что она целиком поглощена какой-то мыслью. В конце концов, она, кажется, и сама это осознала. Прервав беседу, пожала мне руку и сказала: «Сейчас я не в состоянии ясно выразить то, что хотела бы сказать. Лучше я напишу вам». И, вопреки своей обычной неспешности, быстрыми шагами направилась к дому. Действительно, вечером, незадолго до ужина, я обнаружил у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, уверенным почерком. К сожалению, в молодости я легкомысленно относился к письмам, и потому не могу воспроизвести его дословно, лишь передам суть. Она писала, что осознает странность своего поведения, но хотела бы рассказать мне один эпизод из своей жизни. Это случилось давно и, возможно, уже не имеет значения для ее нынешнего существования, но, поскольку я скоро уезжаю, ей будет легче поделиться тем, что тревожит ее уже более 20 лет.
Поэтому, если я не сочту это назойливостью, она просит уделить ей 1 час. Письмо, содержание которого я передаю лишь в общих чертах, глубоко меня заинтересовало. Уже сам факт, что оно было написано по-английски, придавал ему особую ясность и решительность. И все же ответ дался мне непросто. Я изорвал 3 черновика, прежде чем написал следующее. Я очень польщен вашим доверием и обещаю ответить вам честно, если вы этого пожелаете. Конечно, я не смею просить вас рассказать больше, чем вы сами захотите. Но прошу, в своем рассказе будьте искренни, передо мной и перед самой собой. Повторяю, ваше доверие я считаю для себя большой честью. Вечером записка уже лежала в ее комнате, а на следующее утро я получил ответ. Я полностью с вами согласна, истина ценна лишь тогда, когда она полна. Полуправда — ничто. Я постараюсь изо всех сил не утаить ни малейшей детали, ни от себя, ни от вас. Приходите ко мне в комнату после обеда. В мои 67 лет я могу не бояться пересудов. Мне не хочется говорить об этом в саду или при посторонних. Поверьте, мне и так было нелегко решиться на этот разговор. Днем мы виделись за столом и вели чинную беседу на нейтральные темы. Но позже, в саду, когда я случайно встретил ее, она с явным смущением посторонилась, и было трогательно наблюдать, как эта пожилая, седовласая женщина с девичьей робостью свернула в боковую аллею. Вечером, в назначенное время, я постучал в ее дверь. Она открыла сразу. Комната была погружена в мягкий полумрак, горела лишь небольшая настольная лампа, отбрасывавшая теплый круг света. Миссис К спокойно поднялась мне навстречу, пригласила сесть и сама устроилась напротив. Я почувствовал, что каждое ее движение было заранее обдумано и выверено. И все же, несмотря на ее старания, наступила пауза, все более тягостная. Я не решался заговорить, ощущая, как внутри нее происходит борьба, воля сталкивается с внутренним сопротивлением. Снизу, из гостиной, доносились обрывки вальса, и я старался вслушиваться в музыку, чтобы хоть немного рассеять гнетущую тишину. Видимо, она тоже почувствовала неестественное напряжение, потому что вдруг вся подобралась, словно перед прыжком, и заговорила. Самое трудное — начать. Уже 2 дня, как я решила быть предельно откровенной и правдивой. Надеюсь, мне это удастся. Возможно, вам пока не ясно, почему я рассказываю все это именно вам, человеку, с которым едва знакома. Но не проходит ни дня, ни часа, чтобы я не думала об этом событии. Я старая женщина, и вы можете мне поверить. Невыносимо всю жизнь быть прикованной к одному единственному моменту, к одному дню. Все, что я хочу вам поведать, произошло в течение 24 часов, а я живу уже 67 лет. До изнеможения повторяю себе, ну что с того, если один единственный раз я поступила безрассудно? Но избавиться от того, что мы называем совестью, не так-то просто. Когда я услышала, как спокойно вы рассуждаете о мадам Анриет, я подумала, может быть, если я решусь откровенно поговорить с кем-то об этом дне, я наконец избавлюсь от бессмысленных терзаний и постоянного самобичевания. Будь я католичкой, я давно бы нашла облегчение в исповеди. Но мне, англиканке, такого утешения не дано. Вот почему я решилась на этот странный шаг — попытаться оправдать себя, рассказав вам свою историю. Да, это необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это. Как я уже сказала, хочу рассказать лишь об одном дне своей жизни. Все остальное кажется мне сейчас незначительным и, вероятно, покажется скучным другим. То, как я жила до 42 лет, можно описать в 2 словах.
Мои родители были состоятельными лендлордами, владели фабриками и поместьями Шотландии. Как и многие старинные дворянские семьи, мы проводили большую часть года в своих имениях, а зимний сезон — в Лондоне. В 18 лет я познакомилась с будущим мужем, он был младшим сыном знатного рода Эр и 10 лет служил офицером в Индии. Мы вскоре поженились и вели беззаботную жизнь людей нашего круга. 3 месяца в Лондоне, 3 в поместьях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании, Франции. Наша семейная жизнь была безоблачной. Оба сына давно уже взрослые. Когда мне исполнилось 40, мой муж внезапно умер. Он привез из тропиков болезнь печени, и за 2 недели его не стало. Старший сын уже служил во флоте, младший учился в колледже. За одну ночь я осталась одна. После стольких лет совместной жизни это одиночество стало для меня невыносимым. Оставаться еще хоть день в доме, полном воспоминаний о любимом человеке, было выше моих сил. Я решила, что ближайшие годы, пока сыновья не обзаведутся семьями, проведу в путешествиях. С того момента моя жизнь утратила всякий смысл и стала мне ненужной. Муж, с которым я делилась всеми мыслями и чувствами на протяжении 22 лет, ушел из жизни, а дети больше не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не осталось ни надежд, ни стремлений. Сначала я отправилась в Париж, бесцельно бродила по магазинам и музеям, но ни город, ни вещи не говорили мне ничего. Людей я избегала, я была в трауре и не могла выносить их сочувственные, почтительные взгляды. Я не в силах рассказать, как прошли те месяцы бесцельных скитаний, все было словно в тумане, я будто ослепла. Помню лишь одно. Меня не покидало страстное желание умереть, но не хватало решимости приблизить желанный конец. На 2-й год вдовства, в свои 42, спасаясь от гнетущего одиночества и не зная, чем заполнить пустоту, я оказалась в марте в Монте-Карло. По правде говоря, я поехала туда от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу, как тошнота, душевной пустотой, требующей хотя бы малейших внешних впечатлений. Чем сильнее было мое внутреннее оцепенение, тем больше тянуло туда, где жизнь вращалась быстрее. Когда у человека нет собственных переживаний, чужие страсти могут действовать возбуждающе, как театр или музыка. Вот почему я часто заглядывала в казино. Мне доставляло странное удовольствие наблюдать за радостью и разочарованием игроков. Их волнение и тревога хоть немного рассеивали мою мучительную тоску. Кроме того, мой муж, хоть и не был легкомысленным, с удовольствием посещал игорные залы, и я, ведомая бессознательным пиететом, подражала его привычкам. Так начались те 24 часа, которые оказались увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь. В тот вечер я обедала с герцогиней М, своей родственницей. После ужина, чувствуя, что еще недостаточно устала, чтобы лечь спать, я направилась в казино. Сама я не играла, а просто бродила между столами, наблюдая за людьми особым способом. Говорю «особым», потому что этому меня научил покойный муж. Однажды, когда я пожаловалась ему, что мне надоело видеть одни и те же лица, сморщенных старух, часами выжидающих момент для ставки, прожженных профессионалов и неизменных кокоток, он предложил мне иной взгляд. Эта публика гораздо менее живописная, чем в дешевых романах, где ее изображают как флер-д'элеганцы и европейскую аристократию, казалась мне утомительной. К тому же, 20 лет назад, когда здесь сверкало настоящее золото, шуршали банкноты, звенели наполеондоры и стучали пятифранковые монеты, казино представляло собой куда более живое и притягательное зрелище, чем нынешний помпезный игорный дом, где туристы безлико спускают свои жетоны. Но даже тогда меня мало интересовали лица игроков.
Муж, увлекавшийся хиромантией, показал мне иной способ наблюдения, гораздо более увлекательный: не смотреть на лица, а сосредоточиться на четырехугольнике стола, на руках игроков, на их движениях и поведении. Не знаю, случалось ли вам смотреть только на зеленое сукно, в центре которого, словно пьяный, мечется шарик рулетки, и на квадраты полей, покрывающиеся бумажками, золотыми и серебряными монетами, и видеть, как крупье одним взмахом лопатки сгребает весь урожай или пододвигает его счастливчику. В таком ракурсе единственное живое за столом — это руки. Множество рук, светлых, подвижных, настороженных, выглядывающих из рукавов, словно из нор. Каждая, как хищник, готовый к прыжку. Все они разные, одни голые, другие увешанные кольцами, позвякивающие цепочками, некоторые косматые, как дикие звери, другие влажные и вертлявые, как угри. Но все напряженные, дрожащие от чудовищного нетерпения. Мне каждый раз невольно приходило в голову сравнение с ипподромом. У старта с трудом сдерживают разгоряченных лошадей, чтобы они не рванули раньше времени. Они также дрожат, рвутся вперед, становятся на дыбы. По этим рукам можно узнать все, как они ждут, как хватают, как медлят. Корыстолюбца выдает скрюченная хватка расточителя, небрежный жест, расчетливого, спокойная, уверенная кисть, отчаявшегося, дрожь пальцев. Сотни характеров мгновенно раскрываются в том, как человек берет деньги: кто-то комкает их, кто-то нервно теребит, а кто-то, обессилев, просто разжимает пальцы и оставляет купюры на столе, пропуская ход. Человек раскрывается в игре, это общеизвестно. Но еще больше его выдает собственная рука. Почти все игроки умеют контролировать лицо над белоснежным воротничком, маской импассибилити, бесстрастия, эфферт, разглаженные складки у рта, стиснутые зубы, глаза, скрывающие тревогу. Они подавляют подергивание мышц и придают лицу нарочитое выражение равнодушия. Но именно потому, что все внимание сосредоточено на лице, они забывают о руках. А ведь есть наблюдатели, которые читают по ним все то, что тщетно пытаются скрыть наигранной улыбкой и показным спокойствием. Руки — бесстыдные предатели. Наступает момент, когда даже самые натренированные пальцы теряют контроль. В ту секунду, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни рук совершает свое особое, инстинктивное движение. И если научиться видеть это, как научил меня мой муж, увлеченный наблюдением, то это зрелище захватывает сильнее, чем театр или музыка. Я даже не могу передать, насколько различны бывают руки игроков: дикие, с волосатыми, скрюченными пальцами, по паучьи загребающими золото, нервные, дрожащие, с бледными ногтями, едва осмеливающиеся прикоснуться к деньгам, благородные и грубые, робкие и нахальные, хитрые и нерешительные, каждая пара живет своей жизнью. Исключение — 4-5 пар рук крупье. Настоящие автоматы, они щелкают, как стальные затворы, действуют четко и безучастно. Но именно их трезвость и деловитость производят сильное впечатление на фоне алчности и возбужденности остальных. Я бы сказала, они, как полицейские в мундире среди шумной, возбужденной толпы. Особое удовольствие мне доставляло узнавать повадки этих рук. Уже через 2-3 дня среди них появлялись знакомые, и я делила их, как людей, на приятных и отталкивающих. Некоторые были мне настолько противны своей суетливостью и жадностью, что я отворачивалась, как от чего-то непристойного. Каждая новая рука на столе означала для меня новое переживание. Порой, наблюдая за предательскими пальцами, я даже забывала взглянуть на лицо, маячившее над крахмальной грудью смокинга или над сверкающим бриллиантами бюстом, холодное, светское, маскированное.
В тот вечер я вошла в зал, миновала 2 переполненных стола, подошла к третьему и, вынимая из портмоне золотые монеты, вдруг услышала среди гулкой, страшно напряженной тишины, той, что наступает каждый раз, когда шарик, уже смертельно уставший, мечется между 2 цифрами, странный треск, хруст, словно ломались суставы. Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела то, отчего мне стало по-настоящему жутко: 2 руки, каких прежде никогда не доводилось видеть. Они вцепились друг в друга, как разъяренные звери, и в неистовой схватке сжимали и тискали, так что пальцы издавали сухой треск, будто кто-то раскалывал орех. Это были руки редкой, почти аристократической красоты, мускулистые, необычно длинные и узкие, очень белые, с бледными ногтями и изящными, перламутровыми лунками. Я не могла оторвать от них взгляда весь вечер. Они поражали своей неповторимостью, но одновременно пугали. В их судорожном сцеплении, в этом напряженном единоборстве чувствовалась безумная страсть. Я сразу поняла, человек, переполненный внутренним огнем, загнал его в пальцы, чтобы не быть разорванным изнутри. И вот, в ту самую секунду, когда шарик сухим щелчком упал в ячейку, а крупье выкрикнул номер, руки внезапно разжались, как 2 зверя, сраженные одной пулей. Они рухнули, не просто утомленные, а словно мертвые, поникли с выражением безнадежности, отчаяния, разочарования, которое невозможно передать словами. Никогда, ни до, ни после я не видела таких, говорящих, рук, каждый мускул в них кричал, страсть проступала из каждой поры. Мгновение они лежали на зеленом сукне, вяло и неподвижно, как медузы, выброшенные на берег. Затем правая рука медленно начала оживать, с кончиков пальцев. Она задрожала, отпрянула, металась по столу, потом нервно схватила жетон, покатала его между большим и указательным пальцами, как колесико. Внезапно изогнулась, как пантера, и бросила, нет, выплюнула 100-франковый жетон на середину черного поля. И тут же, словно по команде, встрепенулась и левая рука. Она приподнялась, подкралась, подползла к дрожащей сестре, и обе лежали рядом, вздрагивая, постукивая запястьями по столу, как зубы в ознобе. Никогда прежде я не видела рук, так ярко выражающих лихорадочное возбуждение. Все вокруг — гул голосов, выкрики крупье, суетливые фигуры, шарик, скачущий в своей полированной клетке — все это вдруг показалось мне мертвым, застывшим, по сравнению с этими руками, дрожащими, задыхающимися, выжидающими, вздрагивающими. Я смотрела на них, как зачарованная. Но больше я не могла сдерживаться, мне нужно было увидеть лицо человека, которому принадлежали эти магические руки. И, испытывая настоящий страх, мой взгляд стал осторожно пробираться от запястья к рукавам, к узким плечам. И снова я содрогнулась, лицо говорило на том же безумно напряженном языке, что и руки. Нежное, почти женственно красивое, оно выражало ту же бурю страстей. Никогда я не видела такого потерянного, отсутствующего лица. Оно было как маска, как скульптура без глаз, потому что глаза ничего не видели, ничего не замечали. Черные, остекленевшие зрачки смотрели неподвижно, словно отражая в себе тот темно-красный шарик, который игриво вертелся в своей круглой тюрьме. Повторяю, никогда не встречала я лица, так открыто, так обнаженно и бесстыдно выражающего страсть. Узкое, нежное, чуть удлиненное, оно принадлежало молодому человеку лет 25. Как и руки, оно не производило впечатления мужественности, скорее, одержимого юноши. Но все это я поняла позже. В тот миг оно было чистая страсть, чистое неистовство. Тонкие губы были приоткрыты, и даже с расстояния 10 шагов я видела, как лихорадочно стучат зубы. К лбу прилипла светлая прядь, а вокруг крыльев носа непрерывно трепетала кожа, словно под ней перекатывались волны.
Голова его все подавалась вперед, будто готова была нырнуть в круговорот рулетки. И только тогда я поняла, почему руки были так судорожно сжаты, лишь это напряжение удерживало тело от падения. Никогда, никогда прежде я не видела лица, где страсть была так обнажена. Я не могла оторваться, зачарованная его безумием, как он, прыжками шарика. С этой минуты все вокруг исчезло, все казалось бледным, расплывчатым, серым, по сравнению с огнем, пылавшим на этом лице. Я добрый час наблюдала за ним, за каждым его движением. Вот в глазах вспыхнул свет, руки разлетелись, пальцы вытянулись, крупье пододвинул 20 золотых монет. Лицо просияло, помолодело, разгладилось, глаза заблестели, тело выпрямилось. Он сидел свободно, как всадник в седле, торжествуя победу. Пальцы перебирали монеты, сталкивали их, заставляли танцевать, мелодично звенеть. Потом он снова повернул голову, окинул стол охотничьим взглядом и вдруг рывком швырнул всю кучку на один из квадратиков. И снова напряженное ожидание. Волны дрожи поползли от губ к носу, руки сжались, лицо исчезло за маской алчного нетерпения. И тут же разочарование. Лицо увяло, поблекло, стало бледным и старым, взгляд потух. Он проиграл. Несколько секунд сидел, тупо глядя перед собой, словно не понимая. Но вот, словно подстегнутый выкриком крупье, пальцы снова схватили несколько монет. Уверенности уже не было. Он бросил их на одно поле, потом передумал, перебросил на другое. И когда шарик уже был в движении, дрожащей рукой швырнул еще 2 смятые бумажки на тот же квадрат. Эта захватывающая череда удач и поражений длилась без перерыва около часа, и все это время, затаив дыхание, я не отводила зачарованного взгляда от беспрестанно меняющегося лица, на котором, словно приливы и отливы, бушевали страсти. Я не могла оторваться от этих магических рук, каждый мускул которых пластически передавал восходящую и неспадающую кривую переживаний. Никогда в театре я не всматривалась так напряженно в лицо актера, как в это, по нему, как свет и тени на ландшафте, пробегала бесконечно сменяющаяся гамма чувств и оттенков. Никогда прежде я не была так увлечена игрой, как этим отраженным чужим волнением. Если бы кто-то наблюдал за мной в тот момент, он бы решил, что я под действием гипноза, и действительно, мое состояние было близко к полному оцепенению. Я не могла оторваться от этого лица, и все вокруг — огни, смех, люди — ощущалось лишь как смутная желтая дымка, среди которой пылало это лицо, огонь среди огней. Я ничего не слышала, ничего не чувствовала, не замечала, как вокруг теснились люди, как другие руки, словно щупальца, бросали деньги или загребали их. Я не следила за шариком, не слышала голос крупье, но одновременно, как во сне, видела все происходящее, по этим рукам, по этому лицу, отчетливо, будто в увеличенном отражении в огнутом зеркале, благодаря страстному напряжению этого человека. Шарик падал на черное или красное, крутился или замирал, мне не нужно было смотреть на рулетку, все, выигрыш и проигрыш, надежда и разочарование, отражалось с невероятной силой в его мимике и жестах. Но вот наступила страшная минута, то, чего я все время смутно опасалась, что давило на меня, как надвигающаяся гроза, вдруг ударила по натянутым нервам. Шарик с коротким дребезжащим стуком ткнулся в углубление, наступила секундная пауза, сотня людей затаило дыхание, голос крупье произнес «0», и его ловкая лопатка уже сгребала звякающие монеты и шуршащие купюры. В этот миг сжатые руки сделали невыразимо страшное движение. Они словно вскочили, чтобы схватить нечто, чего не было, и в изнеможении рухнули на стол. Потом вдруг ожили, сбежали со сукна, стали карабкаться по телу, как дикие кошки, вверх, вниз, вправо, влево, лихорадочно рыская по карманам в поисках хоть одной забытой монеты.
Они возвращались пустыми, снова и снова возобновляя свои яростные, бесполезные поиски, а рулетка уже снова вращалась, и игра продолжалась. Звенели монеты, двигались стулья, тысячи негромких звуков наполняли зал. Я дрожала, потрясённая ужасом. Все происходящее я переживала так остро, словно это мои собственные пальцы отчаянно рылись в складках платья, в карманах, в поисках последнего шанса. И вдруг он, сидевший напротив, резко вскочил, как человек, которому подступила тошнота. Стул с грохотом отлетел назад. Но он не заметил этого, не видел людей, испуганно уступавших ему дорогу, и, пошатываясь, побрел прочь. Я застыла. В ту же секунду поняла, куда он идет, к гибели. Тот, кто так встает, не направляется ни в гостиницу, ни в ресторан, ни к женщине, ни на вокзал, он идет прямо в пропасть. Даже самые зачерствелые в этом аду должны были почувствовать, у него больше ничего нет, ни дома, ни денег, ни родных. Он поставил на кон все, и теперь, проиграв, ушел туда, откуда не возвращаются. Я все время боялась этого. С первого взгляда почувствовала, что здесь дело не в деньгах, а в жизни. Я знала, такая всепоглощающая страсть рано или поздно разрушает саму себя. Но все равно, как черная молния, ослепило меня то мгновение, когда я увидела, как жизнь ушла из его глаз, а смерть заслала лицо серой пеленой. И настолько сильным было воздействие его жестов, что, когда он сорвался с места и, шатаясь, пошел прочь, я невольно вцепилась в стол. Я всем телом ощутила неуверенность его походки, так же, как до того всеми фибрами души ощущала его азарт. Что-то толкнуло меня, я должна была идти за ним. Ноги сами пошли, я даже не осознавала, что делаю. Не обращая внимания ни на кого, не помня себя, я бежала по коридору к выходу. Он стоял у вешалки, служитель подавал ему пальто. Но руки не слушались, и служитель, как больному, помогал попасть в рукава. Я видела, как он машинально полез в карман жилета, чтобы дать на чай, но там было пусто. Тогда он, будто вспомнив все, смущенно пробормотал что-то, снова рванулся вперед и тяжело, как пьяный, начал спускаться по лестнице казино, провожаемый сначала презрительной, а потом сочувственной усмешкой служителя. Это было так страшно, что мне стало стыдно следить за ним. Я отвернулась, смущенная тем, что словно в театре наблюдаю чужое страдание. Но тут же безотчетный страх снова подтолкнул меня. Я быстро накинула манто и уже без всякой мысли, как автомат, бросилась в темноту за этим чужим, потерянным человеком. Миссис К на мгновение замолчала. Она сидела напротив меня, неподвижная, говорила почти без остановок, с присущей ей обстоятельностью и спокойствием, словно заранее все обдумала и тщательно восстановила в памяти ход событий. И вот впервые она запнулась, прервала рассказ. «Я пообещала вам и себе», — начала она с заметным волнением, «быть предельно откровенной. И теперь прошу вас, доверьтесь мне и не ищите в моих поступках скрытых мотивов, которых, быть может, я сейчас и не стыдилась бы, но тогда их просто не существовало. Повторяю, когда я выбежала на улицу вслед за этим отчаявшимся игроком, я вовсе не была влюблена в него и даже не воспринимала его как мужчину. Мне было за 40, и после смерти мужа я ни разу не взглянула на мужчину с интересом. Эта часть жизни была для меня завершена. Я должна сказать вам это, иначе вы не почувствуете весь ужас того, что произошло потом. Признаться, мне трудно определить то чувство, которое с такой силой толкнуло меня за этим несчастным. В нем было и любопытство, но прежде всего страх. Страх перед чем-то страшным, что я ощутила с первой же минуты. Страх перед невидимой тучей, нависшей над этим юношей.
Но такие ощущения невозможно расчленить, проанализировать, они слишком внезапны, слишком властны. Вероятно, мой порыв был просто инстинктивным желанием помочь, как отдергивают ребенка, бегущего под машину. Разве можно объяснить, почему человек, не умеющий плавать, бросается с моста за утопающим? Им движет неодолимая сила, которая не дает времени подумать, осознать, насколько это опасно и бессмысленно. Так и я, не думая, не отдавая себе отчета, пошла за ним из игорного зала в вестибюль, а оттуда — на площадку перед казино. Я уверена, что и вы, и любой чуткий человек невольно поддались бы этому тревожному порыву. Невозможно представить более страшное зрелище, чем этот молодой человек, не старше 25, который, шатаясь, как пьяный, медленно, по-стариковски волочил ноги по лестнице. Спустившись, он рухнул на скамью, как мешок. И снова я содрогнулась. Это был человек, в котором уже ничто не цеплялось за жизнь. Голова откинулась набок, руки безвольно повисли вдоль тела, и в тусклом свете фонаря он казался тем, кто только что пустил себе пулю в лоб. Не могу объяснить, как возникло это видение, но оно предстало передо мной с пугающей ясностью. Я увидела его мертвым. Я была уверена, что в его кармане револьвер, и что завтра его найдут на этой или другой скамье, залитого кровью. Он упал, как камень в пропасть, без остановки, до самого дна. Я не думала, что одно движение может выразить такую полноту изнеможения и отчаяния. Представьте мое состояние. Я остановилась в 20-30 шагах от скамьи, где распростерся этот несчастный, не зная, что делать. С одной стороны, желание помочь, с другой, воспитанная с детства боязнь заговорить на улице с незнакомцем. Газовые фонари тускло мерцали под низким, затянутым тучами небом. Изредка проходили редкие фигуры. Приближалась полночь, и я была почти одна с этой мрачной тенью. 5-10 раз я порывалась подойти, но каждый раз меня останавливали стыд или, возможно, тайный страх, ведь падающий может увлечь за собой и того, кто пытается спасти. Все время я чувствовала нелепость, даже комичность своего положения. Но я не могла ни заговорить, ни уйти, ни остаться равнодушной. И, надеюсь, вы поверите мне, быть может, целый час, бесконечный час, пока невидимое море времени отмеряло мгновение, я стояла, потрясённая, загипнотизированная зрелищем полного человеческого изничтожения. У меня не хватало решимости что-либо сказать или сделать. Я бы простояла так до рассвета или, уступив голосу благоразумия, ушла бы домой. Помню, я уже почти решилась оставить этого несчастного на произвол судьбы. Но вмешалась стихия. Начался дождь. Весь вечер ветер гнал с моря тяжелые весенние тучи, воздух был душным, небо нависло низко, и вот упала первая капля, за ней хлынул тяжелый, сплошной ливень, подхлёстнутый ветром. Я бросилась под навес киоска, но даже раскрытый зонтик не спасал, вихрь прыгал, крутился, обдавал брызгами платье. Капли яростно хлестали землю, холодная водяная пыль попадала мне на лицо и руки. Но, и это было так страшно, что даже спустя 25 лет сердце сжимается при воспоминании, он остался сидеть на скамье под проливным дождем. Из труб хлестала вода, из города доносился грохот экипажей, мимо мелькали фигуры с поднятыми воротниками, все живое спасалось, искало укрытие. Только этот черный комок на скамье не двигался, не шелохнулся. Я уже говорила, этот человек обладал магическим даром выражать каждое чувство движением. И ничто на свете не могло с такой силой передать отчаяние, отказ от жизни, как эта неподвижность. Это была смерть при жизни, безучастность к ливню, неспособность подняться, пройти несколько шагов до укрытия. Мертвое равнодушие к собственному существованию.
Ни один скульптор, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не заставляли меня так остро почувствовать предельную муку, как этот живой человек под бушующей стихией, слишком измученный, чтобы сделать хоть шаг. Я не выдержала. Я бросилась к нему сквозь холодный, хлещущий дождь и встряхнула его. «Идемте», — сказала я. В его мутном взгляде что-то мелькнуло, он слабо пошевелил рукой, но не понял. «Идемте», — повторила я, уже с силой, почти сердито, дернув его за мокрый рукав. Тогда он медленно, безвольно поднялся. «Что вам нужно?» — спросил он. И я не знала, что ответить. Я не знала, куда его вести, только бы прочь отсюда, прочь от этого ливня, от этой позы самоубийственного отчаяния. Я не отпускала его руки, тащила безвольное тело к киоску, где узкий выступ крыши хоть немного защищал от яростного натиска дождя и ветра. Я больше ни о чем не думала, ничего не хотела. Только бы втащить его под крышу, на сухое место, других мыслей у меня не было. Так мы и оказались рядом, на узком, едва защищенном от дождя участке под крохотным навесом киоска. За спиной закрытые ставни, над головой жалкое укрытие, а вокруг нас неутихающий ливень, обдающий лицо и одежду ледяными брызгами. Ситуация становилась невыносимой. Я не могла больше просто стоять рядом с этим насквозь промокшим, чужим человеком. Но, приведя его сюда, я не могла и уйти, не сказав ни слова. Что-то должно было произойти. Я заставила себя трезво взглянуть на происходящее. Лучше всего, подумала я, отвезти его в экипаже к нему домой, а потом вернуться в свой отель. Завтра он уже сам найдет выход. Я спросила, все еще стоя рядом с ним, а он, не шевелясь, смотрел в темноту. «Где вы живете?» «У меня нет квартиры. Я только вечером приехал из Ниццы, ко мне нельзя». Смысл этих слов дошел до меня не сразу. Лишь спустя мгновение я поняла, что он принял меня за кокотку, одну из тех женщин, что по ночам слоняются возле казино, надеясь выудить деньги у удачливого игрока или пьяного. И что еще мог он подумать? Только теперь, когда я рассказываю вам об этом, я осознаю всю невероятность и фантастичность своего положения. Бесцеремонность, с которой я сорвала его со скамьи и потащила за собой, действительно не соответствовала поведению порядочной женщины. Но тогда я об этом не подумала. Лишь позже, слишком поздно, я догадалась о его чудовищном заблуждении. Иначе я никогда бы не произнесла слов, которые только усугубили недоразумение. Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вам нельзя оставаться. Вам нужно где-нибудь укрыться. И тут я поняла его страшную ошибку. Он даже не повернулся ко мне, а с насмешкой бросил: «Нет, мне не нужна комната, мне вообще ничего не нужно. Не трудись, из меня ничего не выжмешь. Ты не по адресу, у меня нет денег». Это было сказано с таким ужасающим равнодушием, что я не успела даже обидеться, настолько потрясена была. Он стоял, промокший до нитки, опустошенный, безжизненно прислонившись к стене. Мною овладело то же чувство, что и в первую минуту, когда он, шатаясь, вышел из зала, и не отпускало меня весь этот фантастически нелепый час. Передо мной живое, юное существо, обреченное на гибель, и я должна его спасти. Я подошла ближе. «Не беспокойтесь о деньгах. Идемте. Здесь вам нельзя оставаться. Я как-нибудь устрою вас. Не думайте ни о чем. Только идемте, пожалуйста». Он повернул голову. Дождь глухо барабанил вокруг, из водосточной трубы к нашим ногам стекала вода.
Я поняла, что он впервые пытается рассмотреть мое лицо в темноте. Он пошевелился, словно медленно пробуждаясь от летаргии. «Ну, как хочешь», — сказал он, сдаваясь. «Мне все равно». «Ладно. Идем». Я раскрыла зонтик, он подошел и взял меня под руку. Эта внезапная фамильярность неприятно поразила меня, даже испугала, сердце сжалось. Но я не решилась одернуть его, если бы я оттолкнула его сейчас, он бы погиб, и все, что я сделала, оказалось бы напрасным. Мы прошли несколько шагов до казино. Только тогда я задумалась, что делать дальше. Решение пришло быстро — отвезти его в какой-нибудь недорогой отель, сунуть в руку деньги, чтобы он мог переночевать и завтра уехать домой. О дальнейшем я даже не думала. К казино подъезжали экипажи, я подозвала один из них, и мы сели. Когда кучер спросил, куда ехать, я растерялась. Я понимала, что промокшего до нитки спутника не примут в дорогом отеле, и, будучи неопытной в подобных ситуациях, не подумав о двусмысленности, крикнула: «В какую-нибудь гостиницу попроще». Кучер равнодушно тронул поводья. Мой спутник молчал. Колеса грохотали, дождь яростно барабанил по стеклу. Запертая в этом тесном, похожем на гроб ящике, я чувствовала, будто везу мертвое тело. Я пыталась найти слова, чтобы прервать гнетущее молчание, но ничего не приходило в голову. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первой, и пока он, словно спросонья, захлопывал дверцу, я расплатилась с кучером. Мы оказались у входа в маленькую, незнакомую гостиницу. Узкий стеклянный навес защищал нас от дождя, который с яростью рвал и кромсал непроглядную тьму. Он, будто изнемогая под тяжестью собственного тела, прислонился к стене. С его мокрой шляпы и измятой одежды капала вода. Он стоял, как человек, только что вытащенный из реки, еще не пришедший в себя. У его ног образовался ручеек. Он даже не пытался отряхнуться, не снял шляпу, с которой капли падали прямо на лицо. Ему было все равно. Я не могу передать, насколько меня потрясла эта надломленность. Но нужно было действовать. Я опустила руку в сумочку. «Вот вам 100 франков», — сказала я. «Возьмите себе комнату, а утром уезжайте обратно в Ниццу». Он удивленно взглянул на меня. «Я наблюдала за вами в игорном зале», — продолжала я, заметив его колебания. «Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы собираетесь сделать глупость. Нет ничего постыдного в том, чтобы принять помощь. Вот, возьмите». Но он с неожиданной силой оттолкнул мою руку. «Ты молодец», — сказал он. «Но не бросай деньги на ветер. Мне уже ничем не поможешь. Буду я спать этой ночью или нет, все равно. Завтра все кончено. Мне уже не помочь». «Нет, вы должны взять», — настаивала я. «Завтра вы будете думать иначе. А сейчас просто поднимитесь наверх и отдохните. Днем все покажется другим». Когда я протянула ему деньги, он почти с озлоблением оттолкнул мою руку. «Оставь», — повторил он глухо. «Нет смысла. Лучше я сделаю это на улице, чем пачкать кровью чужую комнату. 100 франков меня не спасет, да и 1000 тоже. Все равно завтра я снова пошел бы в казино и играл бы, пока не спустил все до последнего. Зачем начинать заново? С меня довольно». Вы не можете себе представить, как глубоко проникал в душу этот глухой, надломленный голос.
Подумайте, рядом с вами стоит, дышит, живет красивый молодой человек, и вы знаете, что если не напрячь все силы, через 2 часа эта мыслящая, говорящая, дышащая юность станет трупом. Меня охватило яростное, отчаянное желание победить это бессмысленное сопротивление. Я схватила его за руку. «Хватит. Вы сейчас же подниметесь наверх и возьмете комнату. А завтра утром я отвезу вас на вокзал. Вы должны уехать отсюда, вы обязаны вернуться домой. Я не успокоюсь, пока не увижу вас в поезде с билетом в руках. В ваши годы не бросают жизнь из-за проигрыша, будь то 100 или 1000 франков. Это слабость, истерика, бессмысленная злоба. Завтра вы сами признаете, что я права. Завтра, — повторил он с мрачной усмешкой. Завтра. Если бы ты знала, где я буду завтра. Если бы я сам знал, любопытно. Нет, иди домой, милая, не старайся и не бросай деньги на ветер. Но я не отступала. Во мне была какая-то одержимость, неистовое упрямство. Я крепко сжала его руку и сунула в нее банкноты. Вы возьмете деньги и сейчас же подниметесь наверх. С этими словами я решительно подошла к звонку. Все, я позвонила. Сейчас выйдет портье, вы подниметесь и ляжете спать. Завтра, ровно в 9, я жду вас здесь и отвожу на вокзал. Ни о чем не беспокойтесь, я все устрою. А теперь ложитесь. Вам нужно выспаться. Не думайте больше ни о чем. В ту же секунду щелкнул замок, и дверь отворилась. «Идем», — вдруг резко произнес он, голос его стал жестким, озлобленным. Я почувствовала, как его пальцы сжали мою руку, словно железный обруч. Я испугалась. Испугалась так сильно, что меня словно оглушило, разум затуманился. Я хотела сопротивляться, вырваться, но воля моя была парализована. Вы меня поймете, я не могла бороться с этим чужим человеком. Мне было стыдно перед портье, который стоял в дверях, ожидая, когда мы войдем. И вот, я оказалась внутри. Я хотела что-то сказать, объяснить, но не могла вымолвить ни слова. Его рука лежала на моей, тяжело, властно. Я смутно осознавала, что он ведет меня по лестнице, звякнул ключ. И я очутилась наедине с этим чужим человеком, в чужой комнате, в какой-то гостинице, название которой я не знаю и по сей день. Миссис К снова замолчала и вдруг поднялась с кресла. Видимо, голос подвел ее. Она подошла к окну, несколько минут молча смотрела на улицу или просто стояла, прижавшись лбом к холодному стеклу. Я не осмеливался взглянуть на нее, было тяжело видеть пожилую женщину в таком волнении. Я сидел, не шевелясь, не задавая вопросов, не произнося ни слова, просто ждал. Наконец, она вернулась, села напротив и заговорила спокойно. Вот и все, самое трудное сказано. И, надеюсь, вы поверите мне, если я повторю и поклянусь всем, что для меня свято, моей честью, моими детьми, до той минуты мне и в голову не приходила мысль о близости с этим человеком. Не только не по своей воле, но совершенно бессознательно я оказалась в этом положении, как будто в западне, расставленной на моем ровном жизненном пути. Я поклялась быть искренней, перед вами и перед собой. Повторяю, я была втянута в эту трагическую авантюру исключительно из иступленного желания помочь. Ни о каких личных чувствах или побуждениях речи быть не могло. Вы избавите меня от рассказа о том, что произошло в ту ночь. Я все помню и ничего не хочу забывать. В ту ночь я боролась за его жизнь. Повторяю,
Это была борьба между жизнью и смертью. Я чувствовала, как этот чужой, почти обреченный человек жадно, страстно цеплялся за меня, как утопающий за соломинку. Уже падая в пропасть, он хватался за меня с неистовством отчаяния. А я всеми силами, всем, что было во мне, боролась за его спасение. Такие часы выпадают человеку лишь раз в жизни, и то одному из миллионов. Не будь этого случая, я никогда бы не узнала, как страстно, с какой иступленной жадностью потерянный человек упивается последней каплей живой, горячей жизни. Никогда бы я, жившая прежде в полном неведении темных глубин бытия, не постигла, как причудливо и мощно природа сплетает в одном дыхании жар и холод, жизнь и смерть, восторг и отчаяние. Эта ночь была насыщена борьбой, словами, страстью, гневом, слезами, мольбой и опьянением. Она показалась мне вечностью. И мы, бросаясь в пропасть, один неистово, другой безотчетно, вышли из этого смертельного поединка преображенными, с новыми мыслями, с новыми чувствами. Но я не хочу говорить об этом. Не могу и не стану ничего описывать. Скажу лишь о первой минуте пробуждения. Я очнулась от свинцового сна, сбросила с себя оковы той бездонной ночи, какой никогда прежде не знала. Долго не могла открыть глаза. Первое, что увидела, чужой потолок над головой. Потом очертания незнакомой, чужой, отвратительной комнаты, в которой я оказалась, сама не зная как. Сначала я убеждала себя, что это сон легкий, прозрачный, наступивший после удушливого кошмара. Но за окном яркий, режущий солнечный свет, снизу шум улицы, звон трамваев, голоса. И я поняла, это не сон. Это явь. Невольно я приподнялась, пытаясь вспомнить, где я. И вдруг я увидела то, что невозможно передать словами. Чужого человека, спящего рядом со мной на широкой кровати. Чужого, совсем чужого, полуголого, незнакомого мужчину. Нет, этот ужас невозможно описать, он обрушился на меня, и я без сил опустилась на подушки. Но это был не спасительный обморок, не утрата сознания. Напротив, я мгновенно вспомнила все страшное, непостижимое, что произошло со мной. Единственное желание, которое овладело мной — исчезнуть, умереть от стыда и отвращения. Как я могла оказаться в какой-то сомнительной гостинице, в чужой постели, рядом с незнакомым мужчиной? Я отчетливо помню, как мое сердце будто остановилось. Я задерживала дыхание, словно надеялась этим прекратить жизнь, погасить сознание, это мучительно ясное, до жути трезвое сознание, которое все понимало, но не могло осмыслить. Я не знаю, сколько времени я пролежала в этом оцепенении, должно быть, так лежат мертвецы в гробу. Помню только, что закрыла глаза и взывала к Богу, к небесным силам, молила, чтобы все это оказалось сном, вымыслом. Но мои чувства были обострены до предела, они не позволяли мне обманываться. Я слышала голоса в соседней комнате, плеск воды, шарканье шагов в коридоре, и все это подтверждало, это реальность, жестокая, неумолимая. Сколько длилось это мучительное состояние, сказать невозможно. Такие мгновения живут по другим законам времени. Но вдруг меня охватил иной страх, пронизывающий, леденящий. А что, если он проснется и заговорит со мной? Я поняла, что у меня остался только один выход — одеться и уйти, пока он спит. Больше никогда не попадаться ему на глаза, не говорить с ним, спастись бегством, пока не поздно. Скорее, прочь отсюда, обратно в свою жизнь, в свой отель и с первым же поездом, прочь из этого проклятого места, из этой страны. Никогда больше не встречаться с ним, не смотреть ему в глаза, не иметь свидетеля, обвинителя, соучастника. Эта мысль придала мне силы.
Осторожно, крадучись, почти воровски, я дюйм за дюймом пробиралась от кровати к своему платью. Я одевалась с предельной осторожностью, дрожа всем телом, каждую секунду ожидая, что он проснется. И вот, удалось. Я была готова. Осталась только шляпа, лежавшая у ног кровати. Подходя к ней на цыпочках, я не могла иначе. Я должна была еще раз взглянуть на лицо этого чужого человека, который рухнул в мою жизнь, как камень с карниза. Один единственный взгляд, и что же? Удивительно, этот молодой человек, погруженный в сон, был действительно чужим. В первый момент я даже не узнала его. Словно исчезли вчерашние, искаженные страстью, сведенные судорогой черты, передо мной было совсем другое лицо, детское, мальчишеское, ясное, чистое. Губы, вчера стиснутые и закушенные, теперь мягко, мечтательно приоткрыты, почти улыбаются. Светлые волнистые пряди мягко лежат на разгладившемся лбу, а ровное дыхание легкими волнами вздымает грудь. Помните, я говорила, что никогда не видела такого неистового азарта, как на его лице за игорным столом. Но и у младенцев, озаренных во сне ангельской чистотой, я не встречала такого лучезарного, поистине блаженного покоя. В этом лице, отражавшем тончайшие оттенки чувств, теперь царила райская отрешенность от тревог и забот. И в этот миг с меня, словно тяжелый черный плащ, соскользнули все страхи, все сомнения. Мне больше не было стыдно, я почти радовалась. Все страшное, непостижимое вдруг обрело смысл. Я испытывала радость, гордость от мысли, что если бы я не принесла себя в жертву, этот хрупкий, красивый юноша лежал бы сейчас где-нибудь на скале, окровавленный, с искаженным лицом, с дико вытаращенными глазами. А теперь он был спасен. И спасла его я. Я смотрела на него материнским взглядом, иначе не скажешь, как на ребенка, которого вернула к жизни, словно родила заново, с муками, большими, чем при рождении собственных детей. Может быть, это звучит странно, но в этой грязной, убогой комнате, в захудалой гостинице я почувствовала себя так, словно стою в храме. Меня охватило блаженное ощущение чуда, святости. Из самой ужасной минуты моей жизни родилась другая, самая светлая, самая просветленная. Я не знаю, задела ли я что-то или вырвалось ли у меня слово, но он вдруг открыл глаза. Я вздрогнула. Он начал осматриваться, словно с трудом пробуждаясь от глубокого сна. Его взгляд блуждал по незнакомой комнате, потом остановился на мне. Но он еще не успел заговорить, как я уже овладела собой. Нельзя дать ему сказать ни слова, нельзя допустить ни вопроса, ни фамильярности, ни объяснений. «Мне нужно уходить», — быстро сказала я, — «а вы одевайтесь. В 12 часов мы встретимся у входа в казино. Там я позабочусь о дальнейшем». И, не дожидаясь ответа, я выбежала, лишь бы не видеть эту комнату. Я бежала без оглядки из гостиницы, название которой не знала, как не знала имени человека, с которым провела ночь. Миссис К на минуту прервалась. Когда она вновь заговорила, в ее голосе уже не было прежнего напряжения. Как повозка, с трудом взобравшаяся на вершину, легко и стремительно катится вниз, так свободно и непринужденно лилась теперь ее речь. Я бежала в свой отель по улицам, залитым утренним солнцем. После вчерашнего ливня воздух был свежим, прозрачным, и точно так же было у меня на душе. Вспомните, я говорила вам, после смерти мужа я отказалась от жизни, дети больше не нуждались во мне, я сама была себе в тягость, а существование без цели бессмысленно. И вот впервые мне выпала задача, спасая человека, я огромным усилием воли вырвала его из небытия. Оставалось преодолеть еще несколько преград, и моя цель была бы достигнута.
Я прибежала в отель, портье встретил меня удивленным взглядом, ведь я вернулась только в 9 утра. Но мне было все равно. Ни стыд, ни досада не угнетали меня. Желание жить, радостное осознание, что я кому-то нужна, горячо волновало кровь. У себя в комнате я быстро переоделась. И только позже заметила, что бессознательно сняла траурное платье и надела светлое. Затем пошла в банк за деньгами, поспешила на вокзал узнать расписание поездов и с необычайной энергией успела сделать еще несколько дел. Оставалось лишь осуществить отъезд, окончательное спасение человека, которого судьба подбросила мне, как вызов. Признаться, я боялась встречи с ним. Все, что произошло вчера, было как вихрь, как столкновение двух камней, сорвавшихся с водопада. Мы едва знали друг друга в лицо, и я не была уверена, узнает ли он меня. Вчера это был слепой случай, безумие, опьянение двух сметенных душ. А сегодня мне предстояло предстать перед ним в ярком, беспощадном свете дня, живой женщиной, такой, какая я есть. Но все оказалось проще, чем я думала. Не успела я подойти к казино в условленный час, как он вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. Сколько радостного удивления, детской непосредственности было в его, как всегда, выразительных движениях. Он бросился ко мне, в глазах сияла благодарность, искренняя, почтительная. И, уловив мое смущение, он потупил взгляд. Так редко встречаешь настоящую благодарность, и чаще всего те, кто чувствует ее глубже всего, не находят слов, стыдятся, молчат, говорят не к месту. Но этот человек, будто созданный Богом как воятель, умел выражать движение души с удивительной ясностью. Всем своим существом он излучал горячую, страстную признательность. Он наклонился над моей рукой, благоговейно склонил голову, едва коснулся губами моих пальцев, затем отступил и с мягкой учтивостью справился о моем здоровье. В его словах, в его взгляде было столько скромности, что мои опасения рассеялись. И словно отражая это просветление чувств, все вокруг праздновало избавление от вчерашнего кошмара. Море, грозное и темное накануне, теперь было тихим и прозрачным, каждый камешек под легкой зыбью сверкал белизной. Казино, вчера казавшееся адом, поднимало к стальным небесам свои мавританские фронтоны. А киоск, под навесом которого нас вчера укрывал дождь, превратился в цветочную лавку, где среди зелени лежали груды белых, красных, желтых цветов, продаваемых молодой девушкой в яркой пестрой блузке. Я пригласила его пообедать со мной в маленьком ресторанчике. Там он рассказал мне свою трагическую историю, и она полностью подтвердила все, что я интуитивно почувствовала, когда впервые увидела его дрожащие, нервные руки на зеленом сукне. Он происходил из старинного рода галичанских поляков. Родители готовили его к дипломатической карьере. Он учился в Вене и месяц назад успешно сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать это событие, дядя, офицер генерального штаба, у которого он жил, повез его в Пратор на бега. Дяде повезло, он трижды подряд угадал, и с пачкой выигранных денег они отправились ужинать в дорогой ресторан. На следующий день, в награду за успех, отец прислал сыну месячное содержание. Еще 2 дня назад эта сумма показалась бы ему значительной, но теперь, после легкого выигрыша, он отнесся к ней с равнодушием. Сразу после обеда он снова поехал на бега, ставил необдуманно, азартно и по прихоти судьбы, или несчастья, утроил полученное. Так началась его страсть к игре. Он играл на ипподроме, в кафе, в клубах. Игра пожирала его время, силы, нервы и, прежде всего, деньги. Он уже не мог думать ни о чем другом, потерял сон, перестал владеть собой.
Однажды, вернувшись ночью из клуба, где проиграл все, он, раздеваясь, нашел в кармане забытую скомканную купюру. Не устояв, снова оделся и блуждал по улицам, пока не нашел кафе, где играли в домино, и просидел там до рассвета. Однажды его выручила замужняя сестра, заплатив долги ростовщикам, охотно сужавшим деньги наследнику известной фамилии. Сначала ему снова везло, но вскоре удача отвернулась, и чем больше он проигрывал, тем отчаяннее стремился к крупному выигрышу, чтобы покрыть обязательства и долги чести. Он давно заложил часы, костюмы. И, наконец, случилось страшное. Он украл у старой тетки жемчужные серьги, которые она почти не носила. Одну он заложил, и в тот же вечер выиграл вчетверо больше. Но вместо того, чтобы выкупить серьгу, он рискнул всем и проиграл. Кража еще не была обнаружена. Тогда он заложил вторую и, поддавшись внезапному порыву, уехал в Монте-Карло добыть себе вожделенное богатство. Он уже продал чемодан, одежду, зонтик. У него не осталось ничего, кроме револьвера с 4 патронами и маленького крестика с драгоценными камнями, подарка от крестной, княгини Экс. С этим крестиком он долго не мог расстаться, но и его он спустил накануне за 50 франков, только чтобы в последний раз испытать наслаждение игрой не на жизнь, а на смерть. Все это он рассказывал с чарующей живостью, с той одушевленностью, которая захватывает слушателя с первых слов. Я внимала ему, увлеченная, потрясенная, словно очарованная. И даже не думала возмущаться тем, что человек, сидящий напротив меня, по сути, вор. Если бы накануне кто-нибудь сказал мне, женщине с безупречным прошлым, строго следившей за соблюдением светских условностей, что я буду вести дружескую беседу с незнакомцем, годящимся мне в сыновья, да еще и укравшим жемчужные серьги, я сочла бы это безумием. Но в момент его рассказа я не чувствовала ни страха, ни отвращения. Он говорил так просто, так искренне, словно описывал не преступление, а болезнь, горячечный бред. Да и после той ночи, когда я пережила нечто столь потрясающее, слово «невозможно» утратило для меня всякий смысл. За эти 10 часов я узнала о жизни больше, чем за 40 лет размеренного, благополучного существования. Но испугало меня не признание в краже, а другое — лихорадочный блеск его глаз, когда он говорил об игре. Казалось, электрический ток пробегал по лицу, заставляя содрогаться каждую мышцу. Одно воспоминание о пережитом уже волновало его до дрожи, и выразительное лицо с пугающей четкостью отражало все перипетии игры. Его руки, тонкие, нервные, красивые, снова начали метаться по скатерти, точно затравленные зверьки. Я видела, как они дрожали, корчились, судорожно сжимались, потом вскидывались и снова впивались друг в друга. А когда он дошел до эпизода с кражей, я невольно вздрогнула, пальцы молниеносно подпрыгнули, сделали хватательное движение, и ладонь будто проглотила невидимую драгоценность. С невыразимым ужасом я поняла, этот человек до глубины души отравлен своей страстью. Именно это поразило меня, рабская покорность пагубному влечению, подчинившему молодого, по натуре беспечного, чистого сердцем человека. Я почувствовала, что обязана, как друг, уговорить его немедленно покинуть Монте-Карло, пока еще не поздно, пока пропажа не обнаружена, пока можно спасти его имя и будущее. Я пообещала дать ему деньги на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он уедет сегодня же и поклянется мне своей честью больше никогда не прикасаться к картам и не играть в азартные игры. Никогда не забуду, с какой сначала смиренной, а потом все более просветленной, страстной благодарностью он слушал меня. Казалось, он пил мои слова, и когда я пообещала помощь, он внезапно протянул руки через стол, схватил мои ладони с благоговейным жестом, словно давая священный обет.
В его светлых, обычно чуть затуманенных глазах стояли слезы, он дрожал всем телом от волнения, от счастья. Я много раз пыталась описать его выразительные жесты, его мимику, но взгляд в ту минуту, он был непередаваем. В нем был такой упоенный, неземной экстаз, какой редко увидишь на человеческом лице. Он напоминал ту белую тень, что иногда мелькает при пробуждении, словно перед тобой исчезающий лик ангела. И я не устояла перед этим взглядом. Благодарность всегда трогает, а увидеть ее так ясно — редкость. Чуткость проникает в сердце, и для меня, человека сдержанного, трезвого, такая экспансивность была чем-то благотворным, почти священным. И еще не только этот несчастный юноша вернулся к жизни, а жила и сама природа. Когда мы вышли из ресторана, море сверкало ослепительно, спокойно, его синева сливалась с лазурью неба, где парили белые чайки. Вы ведь знаете пейзаж Ривьеры. Он всегда красив, но часто, как открытка, безмятежный, яркий, ленивый, равнодушный к взгляду. Как пышная красавица гарема, он открывает себя, не проявляя интереса. Но бывают редкие дни, когда эта красота просыпается, словно окликает вас, сверкает красками, бросает в лицо пестрое изобилие цветов, пылает чувственностью. Такой день родился из хаоса грозовой ночи. Омытые дождем улицы поблескивали, небо светилось бирюзой, кусты вспыхивали разноцветными факелами среди сочной, напоенной влагой зелени. Воздух был так прозрачен, что горы казались ближе, светлее, словно они с любопытством толпились вокруг сверкающего городка. Все вокруг звучало бодрым, настойчивым зовом, и сердце невольно отзывалось. «Возьмем экипаж», — сказала я, — «прокатимся по набережной». Он радостно кивнул. Вероятно, впервые с момента приезда он по-настоящему увидел природу. До сих пор он знал лишь душный зал казино, пропитанный тяжелым запахом, толпу людей с искаженными азартом лицами и серое, шумное море. А теперь перед нами раскинулось залитое солнцем побережье, и его восхищенный взгляд блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске, автомобилей тогда еще не было, по чудесной дороге мимо бесчисленных вилл. Вид за видом сменялся, и у каждого дома, у каждой виллы, утопающей в зелени пиней, возникало тайное желание: вот здесь можно было бы жить, тихо, спокойно, вдали от мира. Была ли я когда-нибудь в жизни счастливее, чем в тот час? Не знаю. Рядом со мной сидел молодой человек, еще вчера задыхавшийся в тисках отчаяния и рока, а теперь, словно окрыленный, зачарованный искрящимся потоком солнечного света. Он будто помолодел на годы, стал совсем мальчиком, красивым, живым, с веселым и одновременно почтительным взглядом. Больше всего восхищала меня его чуткость, стоило подъему стать круче, и лошадям труднее, как он тут же соскакивал, чтобы помочь экипажу. Я указывала на цветок у дороги, он спешил сорвать его. Маленькую жабу, медленно ползущую по дороге после вчерашнего дождя, он бережно перенес в траву, чтобы ее не раздавили колеса. И все время он смеялся, рассказывал милые, смешные истории, в этом смехе было его спасение. Иначе он бы пел, прыгал или безумствовал, так восторженно опьянен был он жизнью. Когда мы медленно проезжали через крохотную горную деревушку, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась, кого он приветствовал здесь, чужой среди чужих? На мой вопрос он, слегка покраснев и словно оправдываясь, объяснил, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как и во всех строго католических странах, с детства приучают снимать шляпу перед каждой церковью и часовней. Это уважение к святыне тронуло меня. Вспомнив о крестике, о котором он упоминал, я спросила, верит ли он. Он, немного смущенно,
ответил, что надеется удостоиться благодати. И тут мне пришла в голову мысль. «Стойте!» — крикнула я кучеру и поспешно вышла из экипажа. Он, удивленный, последовал за мной. «Куда вы?» — спросил он. Я ответила коротко. «Идите за мной». Мы прошли несколько шагов назад по дороге и подошли к небольшой кирпичной часовне. Дверь была открыта. Внутри оштукатуренные стены, тусклый свет свечей, запах ладана. Мой спутник снял шляпу, опустил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Когда он поднялся, я взяла его за руку. «Подойдите к алтарю или к образу, который вам дорог, и дайте обет, тот, что я вам подскажу». Он посмотрел на меня с удивлением, почти испуганно. Но тут же понял, подошел к нише, осенил себя крестом и снова опустился на колени. «Повторяйте за мной», — сказала я, дрожа от волнения. «Повторяйте, клянусь». «Клянусь», — повторил он. Я продолжила. Что никогда больше не приму участие в игре на деньги, какой бы она ни была, что никогда больше не стану рисковать своей жизнью и честью ради этой страсти. Он повторил мои слова с трепетом, отчетливо, громко, и они прозвучали в пустой церкви, как клятва. Наступила тишина, такая глубокая, что снаружи был слышен шелест листвы, пробегаемый ветром. И вдруг он, словно кающийся грешник, в молитвенном экстазе, какого я никогда не видела, начал быстро, с неистовой скороговоркой, произносить слова на польском. Это была пламенная молитва, благодарственная и покаянная. Его голова вновь и вновь склонялась, речь становилась все более страстной, и одно слово он повторял все жарче, все истовее. Ни после я не слышала такой молитвы ни в одной церкви мира. Его руки судорожно вцепились в спинку скамьи, все тело сотрясалось от внутренней бури. Он ничего не видел, ничего не чувствовал, будто пребывал в другом мире, в огне преображения, в горних сферах. Наконец он медленно поднялся, перекрестился и устало повернулся ко мне. Колени его дрожали, лицо было бледным, как у человека, истощенного до предела. Но когда он взглянул на меня, его глаза просияли, и чистая, поистине благочестивая улыбка озарила его черты. Он подошел, поклонился по-русски, взял мои руки и благоговейно поднес их к губам. «Вы посланы мне Богом». Я возблагодарил его. Я не нашлась, что ответить. Но в душе я пожелала, чтобы под сводами вдруг зазвучал орган, так сильно я чувствовала, я добилась своего. Этот человек спасен навсегда. Мы вышли из церкви в сияющий, льющийся потоком свет майского дня. Мир никогда не казался мне таким прекрасным. Еще 2 часа мы катались по живописной дороге, извивавшейся среди холмов, и за каждым поворотом открывались новые, прелестные виды. Но мы молчали. После такого взрыва чувств слова казались лишними. И когда наши взгляды случайно встречались, я смущенно отворачивалась, так сильно волновало меня зрелище сотворенного мной чуда. Около 5 вечера мы вернулись в Монте-Карло. Мне предстоял визит к родственникам, от которого невозможно было уклониться. Откровенно говоря, в глубине души я жаждала покоя, слишком много было счастья. Я чувствовала, что мне нужно отдохнуть от этого восторженного состояния, впервые пережитого мною. Поэтому я попросила своего подопечного зайти ко мне в отель всего на минуту. В своей комнате я передала ему деньги на дорогу и на выкуп драгоценностей. Мы договорились, что за время моего отсутствия он купит билет, а в 7 часов мы встретимся в вестибюле вокзала, за полчаса до отправления поезда, который через Геную увезет его домой.
Когда я протянула ему 5 банкнот, его губы побелели. «Нет, не надо денег, прошу вас, не надо», — глухо прошептал он, отдергивая дрожащие пальцы. «Не надо, не могу их видеть», — повторил он, словно испытывая физическое отвращение или страх. Я старалась его успокоить, говорила, что это всего лишь долг, если ему неловко брать, пусть даст мне расписку. «Да, да, расписку», — пробормотал он, отводя глаза. Он скомкал банкноты, как что-то липкое, неприятное, сунул их, не глядя, в карман и быстро, размашисто набросал на листке несколько слов. Когда он поднял голову, лоб его был мокрым от пота, казалось, его била лихорадка. Протягивая мне листок, он вздрогнул, словно ток пробежал по телу, и вдруг я невольно отшатнулась. Он опустился на колени и поцеловал край моего платья. В этом движении было столько чувства, что я задрожала всем телом. Странное смятение охватило меня, и я смогла лишь прошептать: «Благодарю вас за вашу благодарность. Но, пожалуйста, уходите. В 7 часов, в вестибюле вокзала, мы простимся». Он взглянул на меня, слезы умиления застилали ему глаза. Одно мгновение мне казалось, что он хочет что-то сказать, что он вот-вот бросится ко мне. Но он лишь низко поклонился и вышел. Миссис К снова прервала рассказ. Она встала, подошла к окну и долго стояла, не двигаясь, глядя на улицу. Плечи ее слегка дрожали. Вдруг она резко обернулась. Ее руки, до того спокойные, внезапно сделали порывистое движение, словно что-то разрывая. Затем она твердо, почти вызывающе, взглянула на меня и продолжила. Я обещала говорить откровенно. И теперь понимаю, насколько это было необходимо. Только сейчас, когда я впервые заставляю себя описать все, что произошло в тот день, стараясь облечь в ясные слова клубок смутных ощущений, я начинаю понимать многое, чего тогда не осознавала или не хотела осознавать. Поэтому я хочу сказать правду себе и вам. В ту минуту, когда он вышел из комнаты, а я осталась одна, я почувствовала удар в сердце, от которого потемнело в глазах. Что-то причинило мне боль, жестокую, мучительную. Но я не знала, почему. Или не хотела знать. Почему трогательная почтительность моего питомца так глубоко уязвила меня? Теперь, когда я беспощадно извлекаю из памяти прошлое, глядя на него со стороны, когда я призвала вас в свидетели и не имею права скрывать чувства, в которых стыдно признаться, теперь у меня нет сомнений, то, что тогда причинило мне боль, было разочарование. Он ушел, так покорно, без попытки удержать меня, остаться рядом, он подчинился моей просьбе уехать, вместо того, чтобы обнять меня. Он видел во мне святую, явившуюся ему на пути, но не женщину. Это было разочарование, то самое, в котором я не признавалась себе ни тогда, ни позже. Но женщина все чувствует сердцем, без слов. И теперь я больше не обманываю себя. Если бы он обнял меня в ту минуту, позвал, я пошла бы за ним на край света. Я бы опозорила свое имя, имя своих детей, презрела бы людскую молву и голос рассудка. Я бы бежала с ним, как мадам Анриет с молодым французом, которого накануне еще не знала. Я бы не спросила, куда и надолго ли. Я бы не бросила прощального взгляда на свою прошлую жизнь. Я бы пожертвовала ради него добрым именем, состоянием, честью. Я бы просила милостыню, и, возможно, не было бы такой низости, которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он сказал хоть слово, сделал хоть шаг ко мне. В тот миг я была вся в его власти. Но я уже говорила вам, он больше не видел во мне женщину.
А с какой силой, с какой преданностью я рвалась к нему, я поняла лишь тогда, когда осталась одна. Когда страсть, только что промелькнувшая на его ясном, почти неземном лице, сдавила мне грудь всей тяжестью неразделенного чувства. Я с трудом овладела собой, с отвращением думая о визите к родным. Казалось, на голове у меня железный шлем, стягивающий лоб и пригибающий к земле. Когда я, наконец, пошла в отель напротив, где жили мои родственники, мысли путались, ноги заплетались. Я тупо сидела среди весело болтавших людей и всякий раз пугалась, когда, случайно подняв глаза, видела их неподвижные лица, по сравнению с тем, живым, словно игрой светотени, лицом, они казались масками. Я чувствовала себя среди мертвецов, настолько безжизненным было это общество. И пока я клала сахар в чашку и рассеянно поддерживала разговор, передо мной, с каждым биением сердца, вставало другое лицо, то, которое я, страшно подумать, должна была увидеть в последний раз. Я, должно быть, невольно вздохнула или застонала, потому что кузина моего мужа наклонилась ко мне. Что со мной, здорова ли я такая бледная, будто чем-то удручена. Я тут же воспользовалась ее вопросом, сказала, что у меня сильная мигрень, и попросила разрешения удалиться. Теперь я снова принадлежала себе. Я поспешила в отель. И едва осталась одна, как меня охватило чувство пустоты, покинутости, проснулась тоска по юноше, которого я должна была покинуть навсегда. Я металась по комнате, без нужды выдвигала ящики, меняла платье, ленту, потом стояла перед зеркалом, пристально всматриваясь в себя. Может быть, в этом наряде я все же смогу удержать его внимание. И вдруг я поняла, чего хочу, пойти на все, только бы не отпускать его. В течение одной роковой секунды это желание стало решением. Я сбежала вниз к портье и сообщила, что уезжаю с вечерним поездом. Надо было торопиться. Я позвонила горничной, чтобы она помогла уложить вещи. Времени оставалось в обрез. Пока мы с ней наперегонки складывали платье и мелочи в чемодан, я мечтала о том, как буду провожать его, и в самый последний момент, когда он уже протянет мне руку на прощание, вдруг, к его изумлению, войду вместе с ним в купе. Чтобы провести с ним эту ночь, следующую, столько, сколько он захочет. Я была в каком-то упоительном чаду. Бросая платье в сундук, я, к удивлению горничной, громко смеялась. Смутно осознавала, что потеряла саму себя. Когда слуга пришел за багажом, я с недоумением взглянула на него. Трудно было думать о таких обыденных вещах, когда я не помнила себя от волнения. Я страшно боялась опоздать. Вероятно, было уже около 7, и до отхода поезда оставалось в лучшем случае минут 20. Правда, я утешала себя, ведь я иду не для прощания, я решилась сопровождать его, быть рядом столько, сколько он позволит. Слуга уже вынес мои чемоданы, а я поспешила к кассе отеля, чтобы расплатиться. Управляющий уже протягивал мне сдачу, я собиралась уходить, как вдруг чья-то рука мягко коснулась моего плеча. Я вздрогнула. Это была моя кузина. Обеспокоенная моим недомоганием, которое я разыграла перед ней, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла ее принять, каждая секунда промедления могла стать роковой. Но вежливость обязывала уделить ей хоть немного внимания. «Ты должна лечь в постель», — настаивала она. «У тебя, наверняка, жар». Наверное, так и было, виски пульсировали, перед глазами мелькали синие круги, я была на грани обморока. Я отказалась ложиться, поблагодарила ее за заботу, хотя каждое слово жгло меня, и мне хотелось вытолкать ее вместе с ее назойливым участием. Но она не уходила. Нет, не уходила.
Предложила одеколон, сама натерла мне виски, а я считала минуты, думала о нем, лихорадочно искала способ избавиться от этой мучительной заботы. Чем сильнее я волновалась, тем больше росла ее тревога. Наконец она попыталась чуть ли не силой увести меня в номер. И вдруг, среди ее уговоров, я бросила взгляд на часы в вестибюле, 28 минут 8. А поезд отходит в 7:35. Я резко, почти грубо, сунула ей руку: «Прощай, мне нужно идти», и, не обращая внимания на ее недоуменный взгляд, стремительно пробежала мимо удивленных лакеев, выскочила на улицу и бросилась к вокзалу. По взволнованной жестикуляции слуги, ждавшего меня с багажом на перроне, я поняла, я опаздываю. Я ринулась к барьеру, но меня остановил контролер, я забыла взять билет. Пока я отчаянно уговаривала его пропустить меня, поезд тронулся. Дрожащая, я вглядывалась в окна, надеясь увидеть хотя бы взгляд, поклон, знак. Но в стремительном беге вагонов я уже не могла различить его лица. Все быстрее проносились вагоны, и через минуту не осталось ничего, только черное, дымное облако. Я долго стояла, как окаменевшая. Слуга, наверное, несколько раз пытался заговорить со мной, прежде чем решился коснуться моей руки. Тогда я очнулась. Вернуться в отель? Прошло минуты 2, прежде чем я смогла собраться с мыслями. Нет, это невозможно. Вернуться туда после своего нелепого, сумасбродного отъезда — ни за что. Мне хотелось остаться одной, и я велела сдать вещи в камеру хранения. И только теперь, среди вокзальной суеты, в круговороте лиц, я попыталась трезво обдумать, как справиться с душившим меня чувством гнева, тоски и отчаяния. Должна признаться, мысль о том, что я по собственной вине упустила последнюю встречу, жгла меня, как раскаленное железо. Боль становилась невыносимой, и я едва сдерживалась, чтобы не закричать. Бывают в жизни такие мгновения, редкие, как обвал, стремительные, как буря, когда все прожитое, все накопленное вдруг обрушивается на человека. Никогда, ни до, ни после я не испытывала такого крушения надежд, такой бессильной ярости, как в ту секунду, когда, решившись на отчаянный шаг, готовая одним ударом разрушить всю устроенную жизнь, я внезапно оказалась перед глухой, бессмысленной стеной, о которую беспомощно разбивалась моя страсть. Что было потом? Конечно, я поступила нелепо. Глупо. Мне даже стыдно рассказывать, но я обещала себе, и вам, ничего не скрывать. Я хотела вернуть его. Вернуть не его самого, а те мгновения, что провела рядом. Меня неудержимо влекло туда, где мы были вместе, к скамье, с которой я его подняла, в игорный зал, где впервые увидела, даже в тот притон, лишь бы снова все пережить. А на следующий день я собиралась взять экипаж и проехать по той же набережной, по той же дороге, чтобы каждое слово, каждый жест ожили во мне. Да, так велико, так по-детски было мое смятение. Но подумайте, как стремительно все это обрушилось на меня, я ощущала происходящее как один ошеломляющий удар. И теперь, грубо пробужденная от своего опьянения, я хотела еще раз, капля за каплей, упиться пережитым, с помощью того магического самообмана, который мы называем воспоминанием. Это желание не всякий поймет. Быть может, нужно пылающее сердце, чтобы понять. Итак, я пошла в казино, чтобы найти тот стол, за которым он сидел, и среди других рук представить себе его руки. Я вошла в зал. Я помнила, где он сидел, когда впервые увидела его, за столом налево, во второй комнате. Мне так ярко рисовалось каждое его движение, что я с закрытыми глазами нашла бы его место. Я направилась туда. И вот, стоя в дверях, я бросила взгляд на толпу, и со мной произошло нечто странное.
Там, на том же месте, где я его себе представляла, сидел он. Что это, лихорадочный бред, галлюцинация? Он точно такой, каким только что рисовало его мое воображение. Такой же, как вчера, с впившимися в шаре глазами, мертвенно-бледный, он, да, он. Я так испугалась, что едва не вскрикнула. Но видение было настолько нелепым, что я тут же овладела собой. Я закрыла глаза. «Ты сошла с ума, у тебя жар», — говорила я себе. «Это невозможно». Он уехал. Только после этого я снова открыла глаза. Но, к моему ужасу, видение не исчезло. Никаких сомнений, он по-прежнему сидел там. Среди миллионов рук я узнала бы его руки. Нет, я не грезила, это был он. Он не уехал, как поклялся. Безумец сидел здесь, он принес на зеленый стол деньги, которые я дала ему на дорогу, и, в полном самозабвении, снова играл, в то время как я, в отчаянии, рвалась к нему всем сердцем. Неистовая ярость охватила меня, все поплыло перед глазами, и я едва не бросилась к нему, чтобы схватить за горло этого клятвопреступника, который так бесстыдно обманул мое доверие, растоптал мои чувства, предал мою преданность. Но я вовремя взяла себя в руки. С нарочитой медлительностью, как дорого мне это стоило, я подошла к столу и заняла место напротив него. Какой-то господин любезно уступил мне стул. 2 метра зеленого сукна разделяли нас, и я могла, как из театральной ложи, наблюдать за ним, видеть то самое лицо, которое всего 2 часа назад сияло благодарностью, было озарено божественным светом, а теперь вновь исказилось муками и горной одержимости. Те самые руки, что днем сжимали спинку молитвенной скамьи в экстазе священного обета, теперь были скрючены, жадны, как у вампира, и перебирали деньги с болезненной страстью. Он, должно быть, выиграл много. Перед ним громоздилась целая гора жетонов, луидоров, банковских билетов, богатства, в котором его пальцы, дрожащие, нервные, купались с блаженством. Я видела, как он любовно разглаживал бумажки, перекатывал монеты, а затем с азартом швырял пригоршню на один из квадратов. И тут же крылья носа начинали вздрагивать, окрик крупье отрывал его глаза от денег, и он, весь уйдя в созерцание, следил за прыгающим шариком, будто прикованный локтями к зеленому сукну. Еще страшнее, еще мучительнее, чем вчера, проявлялась его одержимость. Каждое его движение убивало во мне тот сияющий, почти святой образ, который я легковерно запечатлела в своем сердце. Мы были всего в 2 метрах друг от друга. Я смотрела на него в упор, но он меня не замечал. Он не видел меня, не видел никого. Его взгляд, оторвавшись от банкнот и монет, лихорадочно следил за шариком, потом вновь устремлялся к деньгам. В этом замкнутом круге вращались все его мысли, все его существо. Весь мир, все человечество для него свелось к куску зеленого сукна, разделенного на квадраты. Я знала, могу стоять здесь часами, он не заметит моего присутствия. Но я больше не могла терпеть. Внезапно, решившись, я обошла стол, подойдя к нему сзади, крепко схватила за плечо. Он обернулся и с недоумением посмотрел на меня остекленевшими глазами, как пьяный, которого только что растолкали и который смотрит спросонья мутным, невидящим взглядом. Потом, казалось, он узнал меня, губы его дрогнули, он радостно взглянул и прошептал, таинственно, доверительно. «Все хорошо». Я знал, когда вошел и увидел, что он здесь. Я знал. Я не поняла, о чем он. Видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец забыл все,
обет, наш уговор, меня, весь мир. Но даже перед его безумием я не устояла и, подчиняясь порыву, спросила с удивлением, о ком он говорит. «Вот тот старик, русский генерал Безрукий», — прошептал он, придвигаясь ко мне вплотную, чтобы никто не услышал его волшебную тайну. «Видите?» С седыми бакенбардами, а за его стулом стоит слуга. Он всегда выигрывает. Я еще вчера наблюдал за ним. У него, наверное, своя система. Я каждый раз ставлю туда же, куда и он. Он и вчера все время выигрывал. Я только ошибся, продолжал играть после того, как он ушел. Это была моя ошибка. Он вчера выиграл 1020 франков, и сегодня выигрывает каждый раз. Я ставлю за ним. Сейчас. Он вдруг оборвал фразу, раздался резкий окрик крупье «Фейтс возджу». И его взгляд жадно устремился туда, где спокойно сидел седобородый русский генерал. Тот не спеша поставил одну золотую монету на 4-й номер, затем, помедлив, 2-ю. И тут же знакомые мне дрожащие пальцы ринулись к кучке денег, он швырнул горсть монет на тот же квадрат. Через минуту крупье провозгласил «Зеро». И одним взмахом лопатки очистил весь стол. Он с изумлением проводил взглядом свои исчезающие деньги. «Но вы думаете, он обернулся ко мне?» «Нет». Он полностью забыл обо мне. Я исчезла из его жизни. Всем своим существом он был прикован к русскому генералу, который хладнокровно перекатывал на ладони 2 золотые монеты, размышляя, на какое число поставить. Я не могу передать вам свой гнев, свое отчаяние. Представьте себе мою душевную боль. Ради этого человека я пожертвовала всей своей жизнью, а для него я всего лишь муха, от которой лениво отмахиваются. Снова во мне поднялась волна ярости. Я схватила его за руку с такой силой, что он вздрогнул. «Вы сейчас же встанете!» Тихо, но повелительно прошептала я. «Вспомните, какую клятву вы дали мне сегодня в церкви, жалкий человек, клятва преступник». Он взглянул на меня с удивлением и вдруг побледнел. В его глазах появилось виноватое выражение, как у побитой собаки. Губы задрожали. Казалось, он все вспомнил и ужаснулся. «Да, да», — пробормотал он. Боже мой, боже мой». «Да, я иду. Простите». Его рука уже начала сгребать деньги, сначала порывисто, резко, но вскоре движения замедлились, словно что-то удерживало ее. Взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку. «1 минуту», — бросил он, швыряя 5 золотых на тот же квадрат, что и генерал. «Только эту игру, последнюю. Клянусь, сейчас уйду». Он замолчал. Шарик закрутился, и он снова исчез, ускользнул от меня, от самого себя, захваченный вихрем полированного колеса, где бесновался крохотный шарик. Опять выкрик крупье, снова лопатка смахнула его 5 золотых, он проиграл. Но не обернулся. Он забыл обо мне, забыл свою клятву, слово, данное минуту назад. Его рука вновь потянулась к подтаявшей кучке денег, а взгляд, опьяненный, был прикован к своему, приносящему удачу, визави. Мое терпение иссякло. Я снова тряхнула его, теперь уже с силой. «Вставайте. Немедленно. Вы сказали, только эту игру». Но он резко повернулся.
На его лице не осталось ни следа смирения или стыда, передо мной был человек, доведенный до исступления. Глаза пылали гневом, губы дрожали от ярости. «Оставьте меня в покое», — прошипел он. «Уходите. Вы приносите мне несчастье. Когда вы рядом, я всегда проигрываю. Так было вчера, так и сегодня. Уходите». Я застыла. Но его ярость вспыхнула и во мне. «Я приношу вам несчастье», — сказала я, — «вы лжете. Вы вор. Вы поклялись мне». Я не договорила. Он вскочил, оттолкнул меня, не замечая, что вокруг поднялся шум. «Оставьте меня!» — закричал он, забывшись. «Мне не нужна ваша опека. Вот вам ваши деньги». И он швырнул мне несколько 100-франковых банкнот. «А теперь оставьте меня в покое». Он кричал, не помня себя, во весь голос, не обращая внимания на сотни людей вокруг. Все смотрели, шептались, указывали, смеялись. Даже из соседнего зала заглядывали любопытные. Мне казалось, будто с меня сорвали одежду, и я стою обнаженная перед этой глазеющей толпой. Сайлернс. Мыдрм. Силвуплейт. Громко и повелительно сказал крупье, постучав лопаткой по столу. Это было мне, уничтоженный, сгорающий от стыда, стоящий перед насмешливо шепчущейся толпой, как девка, которой швырнули деньги в лицо. 200-300 наглых глаз уставились на меня, и вот, когда я, раздавленная унижением, отвела взгляд, я увидела глаза, в которых застыл ужас, это была моя кузина. Она смотрела на меня, раскрыв рот, заслоняясь рукой, словно в испуге. Это сразило меня. Не успела она пошевелиться, как я бросилась прочь из зала. У меня хватило сил добежать до той самой скамьи, на которую вчера рухнул он. И так же, как он, я упала, без сил, без воли, без мыслей. Прошло 25 лет. Но когда я вспоминаю, как стояла там, униженная, втоптанная в грязь его оскорблением, перед чужой толпой, кровь стынет в жилах. И я снова думаю, до какой степени жалко, ничтожно и слабо то, что мы называем душой, духом, чувством, если все это не может разрушить страдающее тело, если можно пережить такие часы и все еще дышать, вместо того, чтобы умереть, рухнуть, как дерево, пораженное молнией. Ведь боль, пронзившая меня до костей, могла лишь на миг повергнуть меня на скамью, где я замерла, не дыша, не осознавая ничего, кроме предчувствия вожделенной смерти. Но я уже говорила, всякая боль труслива. Она отступает перед могучим зовом жизни, чья власть над плотью сильнее, чем над духом, сильнее всех обольщений смерти. Мне самой было непонятно, как я смогла встать после такого потрясения. Но я встала, не зная, что делать. И вдруг вспомнила, мои чемоданы уже на вокзале. Вспыхнула мысль: прочь. Прочь. Скорее прочь из этого проклятого места. Не глядя по сторонам, я бросилась к вокзалу, спросила, когда ближайший поезд в Париж. «В 10 часов», — сказал швейцар. Я тут же сдала багаж. 10 часов, ровно 24 часа после той роковой встречи. 24 часа, наполненные бурей противоречивых чувств, разрушивших мой внутренний мир навсегда. Но сначала я не осознавала ничего, кроме одного слова, которое стучало в висках, впивалось в мозг, как вбитый клин: прочь. Прочь. Прочь из этого города, прочь от самой себя, домой, к близким, к прежней жизни. Утром я приехала в Париж.
От одного вокзала на другой, оттуда в Булонь, из Булани в Дувр, из Дувра в Лондон, из Лондона к сыну. Прямым путем, без остановок, не рассуждая, не думая. 48 часов, без сна, без слов, без еды. 48 часов, в течение которых колеса выстукивали одно и то же. Прочь. 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 Когда я, наконец, неожиданно вошла в загородный дом сына, все испугались. Видимо, во мне, в моем взгляде, было что-то, что выдавало меня. Сын хотел обнять, поцеловать. Я отшатнулась. Мысль, что он прикоснется к губам, которые я считала оскверненными, была невыносима. Я уклонилась от расспросов, велела приготовить ванну. Мне нужно было вместе с дорожной пылью смыть с тела последние следы страсти, связанной с этим одержимым, недостойным человеком. Потом я поднялась в свою комнату и проспала 12, может, 14 часов, глухим, каменным сном, каким никогда прежде не спала. Сном, после которого я поняла, что значит лежать мертвой в гробу. Родные ухаживали за мной, как за больной, но их ласка причиняла мне боль. Я стыдилась их почтительности, их уважения, и мне приходилось сдерживаться, чтобы не выкрикнуть им в лицо, как я их всех предала, забыла, чуть не покинула ради безумной, бешеной страсти. Позже я уехала в захолустный французский городок, где не знала ни души. Меня преследовала навязчивая мысль, что каждый, кто взглянет на меня, сразу распознает мой позор, перемену, произошедшую во мне. До такой степени я ощущала себя опозоренной, растоптанной. Иногда, просыпаясь утром в постели, меня охватывал леденящий страх, я боялась открыть глаза. Снова накатывало воспоминание о той ночи, когда я внезапно очнулась рядом с чужим, полуобнаженным мужчиной. И каждый раз, как тогда, мне хотелось одного — умереть. Но время обладает великой силой, а старость умеряет пыл души. Чувствуется близость смерти, ее черная тень ложится на дорогу, все кажется менее ярким, меньше тревожит, и опасности уже не подстерегают так остро. Постепенно я оправилась от потрясения. И когда, много лет спустя, мне представили молодого поляка, атташе австрийского посольства, и он, отвечая на мой вопрос о той семье, сообщил, что сын его родственника застрелился в Монте-Карло 10 лет назад, я даже не вздрогнула. Мне почти не было больно. Быть может, к чему скрывать свой эгоизм? Я даже почувствовала облегчение. Теперь мне не грозила случайная встреча, никто не мог свидетельствовать против меня, кроме моей собственной памяти. С тех пор я стала спокойнее. Состариться значит перестать бояться прошлого. И теперь вы поймете, почему я решилась рассказать вам о себе, о том эпизоде моей жизни. Когда вы так горячо защищали мадам Анриет и утверждали, что 24 часа способны изменить судьбу женщины, мне показалось, что вы говорите обо мне. Я была вам благодарна, впервые почувствовала себя как бы оправданной. И подумала, если хоть раз излить душу, быть может, проклятие воспоминаний ослабнет, и я смогу завтра же пойти туда, переступить порог того самого зала, где меня настигла судьба, без ненависти ни к нему, ни к себе. Тогда камень свалится с моей души, ляжет всей своей тяжестью на прошлое, и оно уже не воскреснет. Хорошо, что я смогла все это вам рассказать. Теперь мне легко, почти радостно. Благодарю вас. Миссис К поднялась, и я понял, рассказ окончен. Несколько смущенный, я искал слова, но не находил. Видимо, она почувствовала это и быстро сказала: «Нет, прошу вас, не надо. Я не хотела бы, чтобы вы что-то отвечали. Благодарю вас за то, что вы меня выслушали. И желаю вам счастливого пути».
Она протянула мне руку. Невольно я поднял глаза, и лицо этой пожилой женщины показалось мне трогательно прекрасным. Она смотрела на меня приветливо, чуть смущенно. То ли отблеск былой страсти, то ли легкое замешательство залило румянцем ее лицо до самых корней седых волос, и она стояла передо мной, как юная девушка, взволнованная воспоминаниями и стыдящаяся своего признания. Я был глубоко тронут, мне хотелось выразить свое уважение, но горло сдавило. Тогда я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенний лист, руку. Дамы и господа, подписывайтесь на канал. Пишите свои впечатления и мысли в комментариях. Мне приятно будет пообщаться с вами.